Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз. Декабрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 важных события. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Что нам хотят рассказать карты, может быть, с чем будет связан вот именно период начала месяца, переход своеобразный из ноября. И как раз в ноябре вас оставляет окончательно Плутон, мои дорогие, 20 числа, переходя в Водолей. Но эти энергии могут ощущаться еще вами и в декабре. Ну, давайте перейдем к картам, при этом будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы определенно получите. Итак, что придет, что уйдет, такие вот вопросы мы будем с вами задавать. Декабрь. Что придет? Как что-то новое, возможно. А что уйдет? Имеется в виду, какой-то вопрос вы сумеете завершить или разобраться в какой-то проблеме. Словно закрыть, чтобы к этому больше не возвращаться. А что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться, наоборот, чего не упустить? И чего опасаться? И на второй колоде мы с вами зададим 3 вопроса или достанем 3 карты, 3 важных, 3 главных события. Как это видят карты Таро? Давайте узнаем. Если будет необходимо, мы проясним, достанем дополнительные карты. Первое, второе событие, главное, важное, и третье. Или сфера жизни, которая будет у вас проигрываться. Ух ты, что придет? Скучать вам будет некогда, это точно. Скорость, может быть, как ускорение. Иногда по 8 жезлов идет карта трансформации. Нам говорят, трансформация, происходит изменение, что очень символично даже гороскопу этому периоду. По этой карте чего-то вы не сможете оставить на потом, как будто необходимо действовать. Примите во внимание, может быть, появится какая-то лазейка, возможность, которая приходит альтернативным как раз путем. Чего-то тут мы могли не ожидать, или мы узнаем, или нужно действовать активно, быстро, проявиться в чем-то. Поэтому где-то паузу забудьте сразу, в декабре больше активности, больше динамики, мои дорогие. Что же уйдет, давайте узнаем. Королева кубков. Может быть, какой-то вопрос по части личной жизни вы как раз умеете решить. Это может касаться отношений, может быть, как перевод отношений на новый статус, на новый уровень. У кого-то из вас, все же мы все разные, у кого-то ведь могли быть слушания в судах, например, или какая-то прежняя история со знаком минус. Она требует тоже определиться. Вот по части личной жизни вы будете с чем-то определяться. Может быть, это, кстати, еще карта свидетельствовать как о ваших родственниках, далеких родственниках, или родственники вашего партнера, или просто какая-то новость от конкретного человека, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент. Но не есть как бы сам по себе уходит человек. Давайте мы, чтобы вы правильно понимали. Но это просто вопрос какой-то будет у вас закрыт или определенно прояснен. И это будет связано с личной жизнью. Что же это уходит? Давайте узнаем поподробнее. Действительно, у кого-то могли быть слушания в суде. Или какая-то история могла быть связана с тем, как ссора, вы не смогли с кем-то помириться. Или человек был сложный достаточно, не нашли взаимопонимания. Всегда по этой карте со знаком плюс проигрывается, когда есть истина. Вот от нее надо оттолкнуться, увидеть какую-то проблему, какова она обстоит. Не так, как нам нравится или не нравится, а где-то ближе к закону. И карта говорит, что есть всегда возможность либо решить какой-то вопрос, либо уйти в конфронтацию. Вот, видимо, разделять
ваши эмоции и где-то ваше видение вопроса. Пусть даже если вы с чем-то не согласны, но решить вы сумеете. Есть какие-то компромиссы. Давайте посмотрим, что это еще может быть. И еще одна королева выпадает. И когда у нас уже две королевы есть, я всегда говорю, много, знаете, как может быть за вашей спиной каких-то обсуждений. Может быть, это как два противоположных мнения, мои дорогие козероги. У вас есть свое какое-то видение, но есть еще и советы со стороны. Поэтому примите во внимание, что человек, кстати, по королеве жезлов это сильная позиция. Она может отчасти говорить и о вас. Когда мы много о себе не рассказываем, умеем хранить тайны свои и чужие, ну и что мы собираемся предпринять в дальнейшем, мы об этом не оповещаем никого, и это создает определенно сильную позицию. И если мы говорим о человеке, с которым вам придется контактировать, к примеру, то примите во внимание, человек вам тоже не расскажет всего, что он наметил делать или каким образом поступать. У него уже есть как будто какой-то компромисс. И значит, и у вас он должен быть, мои дорогие. Что это еще может быть у нас? У кого-то вопрос касается семьи. Правда, все же это карта императрица по максимуму. Карта благополучия, карта символ нового «я». И есть те вопросы, которые в целом будут затрагивать не один какой-то пункт вашей жизни, а каким-то образом взаимосвязаны и с вашим благополучием в целом. Может быть, есть вопросы, которые увязаны и работа, вот как все в один клубок переплелось, и работа, и личная жизнь, и взаимоотношения с родственниками. Но как бы то ни было, с чем это связано? Это ваше, как на самом деле, новое видение, может быть, реалий и возможности одновременно обустроить новое качество жизни. И даже если есть какой-то вопрос, тема, которым совершенно не хочется заниматься, но, видимо, для себя что-то определить, это будет важно. Для вас, мои дорогие козероги, может быть, даже если меня смотрят мужчины, более такие доброжелательно лояльные энергии, это не значит, что мы поступаем со своими принципами. Нет. Но все же карта императрица – это символ великой дипломатии в первую очередь, потому что даже с несговорчивым императором, как известно, императрица умеет договориться. Основной пункт или точка следования – это когда я себе не наврежу. Вот примите, может быть, это во внимание, и какой бы сложности ни был вопрос, пусть в личной жизни, пусть в конкретной какой-то запутанной ситуации, может быть, отчасти и по работе, ведь это, как императрица, она очень плодовита, и имеется в виду плодовита на свои дальнейшие планы. И плодовитость у кого-то может выступать в роли, мои дорогие девочки, как беременность, я такое тоже допускаю. Но имеется в виду, это наша задача, которую мы хотим создать в реальной жизни, или наш интерес какой-то конкретный, может быть, это наше творчество, себя не поставить на второе место, но и найти компромисс, по-видимому, это будет для вас важно. Давайте мы посмотрим, я надеюсь, каждый переложит на себя и как-то сумеет найти подсказки. Что же будет продолжаться? Разобраться с чем-то стоит, потому что еще какой-то период неопределенности, девятка мечей, это всегда нет конкретики, это карта внутреннего страха, внутренних сомнений, и, как правило, показан человек, который с закрытыми глазами сидит, то есть он не видит, опять же, реальность, он больше основывается на своих ощущениях или, мои дорогие, эмоции. С одной стороны, нам карта говорит, если буквально есть бессонница, это карта инсомнии тоже, значит, удели внимание своему здоровью, потому что сон – это основа правильных наших действий. Когда мозг отдохнул, мы более спокойно, беспристрастно видим те или иные проблемы. Поэтому, если это уже перешло в какую-то хронику, может быть, и следует обратиться к специалисту или распределить режим труда и отдыха. Возможно, кому-то будет достаточно не смотреть новости перед сном или прогуляться, подышать свежим воздухом. То есть сами по себе эмоции, нет ничего конкретного. По этой карте человек смотрит вглубь себя. Не пытайтесь что-то анализировать. Где-то еще эти энергии, как из прошлого, 20 лет, когда Плутон был в вашем знаке зодиака, они не проходят очень быстро или бесследно. То и дело хочется устроить себе режим глубокой философии, а это не имеет уже никакого значения. Чем не соблазняться, мои дорогие? Двойка кубков.
Вот видите, как нам сказали, что у вас сильная достаточно позиция. Все же карта выпадает императрица. И мы тоже озвучили с вами, что это не значит, что мы поступаемся принципами. Имеется в виду тот компромисс, который вы очень отчетливо и рационально понимаете, в каком пункте я совершаю этот компромисс. Но это не есть какое-то, знаете, как вселенское преклонение или вселенское согласие. Правда, я не побоюсь этого сказать. Двойка кубков – прекрасная карта. То есть то, что для вас определенно очень важно. И, может быть, кому-то из вас нужно обозначить свои как границы или границы своих интересов. У кого-то это будет означать некоторые вопросы по личной жизни, и не нужно словно в себе закапывать или утрамбовывать какие-то эмоции. Может быть, проговорить как раз нужно. Но и не подумать, что какая-то тема, кстати, или по личной даже жизни исчезнет сама. Или я просто соглашусь, и дело в шляпе, вопрос уже решился. Нет, значит, вас это будет не устраивать. И, понимаете, тут, если мы говорим, в принципе, о каком-то компромиссе, то противоположная сторона, оппонент, должна тоже как бы понимать, что вы ищете этот компромисс, и вы его в чем-то нашли, в некоторых пунктах. Но и есть ваши принципы, которые не могут быть изменены. Ну, будьте великим дипломатом. Ну, наверное, точно как та императрица. На что же вам нужно согласиться? Знаете, вам нужно согласиться буквально по аркану Луна. Это 1000 неопределенностей. Вот, видимо, пройдет какой-то еще период времени, прежде чем выглянет Солнце. Вот о чем нам говорит карта. И все встанет по своим местам. Будет еще какой-то период трансформации, когда словно я иду в темноте. Вам может такое показаться. Отчасти из-за вот этой неопределенности. И может быть вот эта глубокая философия или какие-то размышления. Примите тогда к сведению, что все стоит в реалиях у каждого дня для вас. Не нужно чересчур что-то анализировать, но и отказаться от чего-то пока явно не стоит. Почему? Может быть, такие сложные энергии, мои дорогие козероги, ведь по карте Луна иногда проходит место нашего пребывания, место нашей безопасности, когда мы должны как раз для самих себя, буквально, пусть не в этой колоде, но есть колода 78 дверей, там карта Луна очень красноречиво изображена. Там обязательно изображены двери, поскольку 78 дверей, я напоминаю тем, кто знает эту колоду. И дверь от того, как она закрыта, открыта, сумеем мы ее открыть. Так вот, эта дверь имеет не просто ключ, а стража дверей. И страж – хамелеон. Для того, чтобы нам куда-то попасть, нам нужно научиться договариваться с хамелеонами. Вот все то, что я уже до этого времени говорила, карта Луна подтверждает. Соглашайтесь на что-то, на какой-то компромисс определенно. Но вы должны понимать рамки этого компромисса. Вот дальше, допустим, этой границы нет. Это уже переходит мои интересы или это переходит мое, ну, где-то самодостаточность или мое самосознание. Поэтому раствориться в ком-то или в чем-то однозначно нет. Но и устроить себе, как, знаете, какой-то сеанс непримиримости тоже нет. Какое-то среднее арифметическое, потому что может быть еще 1000 неопределенностей. И мы, кстати, не знаем, с кем нас наперед столкнет жизнь. Поэтому примите это к сведению. И чего опасаться? Да, тут будет хотеться именно соскользнуть какие-то приятные эмоции. И у нас король кубков отличается как раз той энергетикой, которая умеет правильно распределить, где мне нужны эмоции или чувства, и в чем мне нужно быть более чем конкретным. Мы об этом только и говорим. Поэтому не перепутать опасность в этом. Добавить эмоции в решение каких-то конкретных задач по документам, по работе или по деньгам. И наоборот, если вы, какая-то ваша личная история, не будьте чересчур консервативны. Разрешите самим себе или найдите место, может быть, для вдохновения, для творчества, для отдыха, мои дорогие, для приятных и радостных эмоций. Давайте мы откроем 3 важных события. Удивительно, но приготовьтесь к тому, что, мои дорогие, 2 восьмерки и, правда, какие-то
как динамика жизни, как новости, как события в плане получения каких-то документов, новостей, известий, важных бумаг. И буквально орел в лапах принес свиток нашему человеку, изображенному на 8 жезлов. Нам показан человек обескураженный, ну надо же, как такое может быть. Поэтому вот такая новость, которая где-то вас в некоторый стопор на короткий период времени может привести. Но именно в короткий, потому что мы как будто что-то получаем, и мы должны правильно действовать. Правильно имеется в виду рассмотреть разные компромиссы и не оставить какое-то дело на потом. Именно теперь самый лучший момент решить тот или иной вопрос. Сама по себе какая-то внезапность, но это еще и карта, обе эти карты трансформации, и когда мы набираем темп. Темп имеется в виду в ваших возможностях, в вашей реализации, в увеличении ваших ресурсов. Но мы не можем оставить это без внимания. Сегодня возможность есть, а завтра ее может не быть. Две карты раз говорят нам об ускорении или о динамике декабря, мои дорогие козероги. Но где-то этот момент, он проиграется, наверное, у каждого из вас. Просто у кого-то это может быть связано с работой, у кого-то с личной жизнью или какими-то документами. Значит, может быть, и документ вы можете оформить. Но действовать придется именно в заданный момент времени. Рыцарь мечей. Рыцарь мечей – это тот, который несговорчивый. Это тот, который может говорить, когда к вам буквально кто-то приезжает или как гонец приносит эту новость. По этой карте могут быть и как люди проверяющие, так и нам, может быть, придется в налоговую ехать, к примеру, да, или в какие-то инстанции, где нам не очень хочется быть. И люди, мы можем столкнуться с такими людьми, которые заведомо словно могут быть настроены где-то против нас. Или он уже знает, в каком контексте он будет продолжать. Он видит какую-то свою узкоколейную точку зрения, другого он не видит. Вот, может быть, это и будет как раз все то, что мы долго говорили, и это будет перемежаться у кого-то с личной жизнью, а у кого-то с вопросами, может быть, и по финансам тоже. Давайте мы немного проясним, в связи с чем рыцарь мечей. И значит, от того, как мы договоримся, мои дорогие, будет как раз и зависеть качество вашей жизни. Пятерка чаш, вытоптанный сад. То есть какая-то тема может буквально из прошлого вам о себе напомнить. Может быть, это и по части личной жизни, потому что это сожаление. Когда вы что-то предприняли и сделали что-то хорошо, но не было это оценено. И может быть, вот этот человек, который связан как раз с каким-то негативом, но снова пытается появиться в вашей жизни, или о себе напоминает, или тема, которая была связана через взаимодействие с ним, о себе снова напомнит. Да, по этой карте уже все, что прошло, или все то, что было в наших контактах, взаимоотношениях, или было сделано в прошлом, оно именно в прошлом осталось. Но, видимо, есть еще какие-то неприятные эмоции, как сожаление, что, ну, может быть, потратили силы впустую, или о том, что человек не понимает, договориться будет сложно. Вот есть такой момент. Но не застревайте, ведь обе карты достаточно мелкие, мои дорогие, правда. С одной стороны, вы можете найти какой-то, опять же, компромисс. Карта влюбленная – это всегда карта выбора. Но и не кому-то это тоже важно услышать. Может быть, есть человек, с которыми у вас или группа людей прежде не сложились отношения. Может быть, это и по работе. Но вы понимаете, что я остаюсь работать, к примеру, в том же месте, и мне придется, ну, как-то новый компромисс искать. И значит, вы его найдете, мои дорогие. Но иногда эта карта именно о любви говорит, о людях любящих, о паре, именно в этой колоде. Почему? Потому что красной лентой как будто скреплены люди, руки их. И значит, этот контекст нам говорит о том, что пусть какая-то даже история со знаком минус, которая была прежде, она может быть
основана на новом взаимопонимании или на откровенных разговорах, или контакты с человеком у вас могут продолжиться в виде какой-то дружбы или взаимных интересов, но как будто есть та история, которая будет еще существовать в вашей жизни энное количество времени. И значит, лучше договориться, чем пытаться кому-то что-то доказать, правда? Компромиссов много. Аркан умеренности – это все то, что мы с вами говорили, поэтому будьте вот в таких спокойных энергиях. Мои дорогие козероги, вас никто не должен словно вывести из себя и упустить какой-то шанс, возможность, даже нивелировать какую-то проблему, конфликт, потому что часто мы тратим много энергии, пытаясь именно в нашем каком-то русле направить решение вопроса, а часто достаточно прийти к какому-то среднему арифметическому или уметь договориться, и проблема сама исчезает. Поэтому даже, смотрите, если вы сталкиваетесь с людьми, которые вот в таких непримиримо жестких энергиях или конфликтные, иногда проходят по рыцарю мечей такое значение, как бунтарь без причины. И это сложные люди. Может быть, они имеют психологические проблемы, и мы ведь не знаем. Порой мы с такими сталкиваемся по работе, да в любом месте нашей жизни. И бесполезно что-то доказывать. В конце концов, вы можете даже не знать, а человек принимает специальные препараты. Поэтому примите вот к сведению тот нюанс, что не нужно остро реагировать на людей. Вот как будто будет в этом ваша задача. Потому что вы можете начать анализировать, к примеру, действие того человека, у которого именно есть проблема чисто поведенческая, и это не имеет никакого значения. А вот какая-то умеренность ваша, спокойствие, а вы, люди, достаточно такие даже внешне надежно, спокойно, уверенные. Вы внушаете как будто уверенность другим. Она передается через вас, через общение с вами. Ваша надежность, она тоже передается. И это ваше шикарное качество в нашем турбулентном мире. Поэтому используйте это. Это вам буквально помогает. Каково же третье событие? Давайте узнаем. Шанс, возможность, туз пентаклей, что-то новое, то, что пытается войти на ваш порог. Или ваша какая-то идея по вашему творчеству. Может быть, новый способ заработка. Это то зерно как будущих побед, которые мы садим в землю. И эти ростки, они в скором времени появятся. От чего-то вы не должны просто отказаться, потому что это имеет тенденцию к будущему. Вот что будет важно, как третье событие. Может быть, это и есть какое-то предложение, от которого вы, может быть, отчасти и не в восторге. Или это та возможность, которую мы не ожидали, но упустить ее определенно нельзя. И здесь не устраивать вот эту, повторюсь, глубокую философию, а скорее максимально для себя, в реальности определить, как это может быть продолжено или в каком контексте это может быть полезно мне. И если хоть есть какой-то процент полезности, оставьте или взаимоотношения эти, или какую-то тему по части работы, творчества. Потом вы разберетесь, ведь аркан Луна нам говорит, что мы себя должны сохранить. И по Луне мы еще пока не знаем, что нам пригодится в будущем. Поэтому напоминайте себе, мои дорогие козероги, что я не знаю, а вдруг мне этот человек будет важен или нужен завтра. Или а вдруг я с этими людьми буду контактировать тоже завтра или в ближайшем будущем. И мне будет тогда проще с ними идти на контакт, если между нами нет конфронтации, нет какого-то, разрыва, нет пропасти вот этой душевной, да. Поэтому держите вот эту умеренность, вот этот самый баланс. Какие-то вопросы и решаются, или ускоряются. Но сказать, что вот прямо все вы расставили по местам, увы, в декабре я где-то не могу. Немного забегая вперед, скажу, что Уран, планета, находится в ретро-движении в знаке зодиака Телец. И это знак зодиака Земли. И все знаки зодиака стихии Земли, как и вы, мои дорогие козероги, как и девы еще вдобавок, они будут иметь прекрасную возможность в 2025 году обустроить совершенно новую концепцию по части заработков и денег. И, может быть, некоторые вопросы, которые так или иначе, имущество, к примеру, связаны с деньгами, у вас все-таки пентакль,
Поэтому какая-то новая стратегия, тактика, она будет в 2025 году. Но какая взаимосвязь с Ураном? До конца еще января в ретро-движении находится планета Уран в знаке Телец и останется в Тельце. Но уже с февраля будет директное прямое движение и, может быть, как раз более какая-то конструктивная методика ваша или как вы будете поступать, вы уже будете видеть в феврале или в марте. Поэтому примите к тому, что некоторые вопросы могут для вас казаться сейчас словно как в тумане или как среди сумерок. Поэтому искусство мелких шагов. Сделал шаг, осмотрись, и это вам будет помогать. Как и уйти от того, что каким-то образом вам может помешать или навредить, хотя ни одна карта напрямую нам вот прямо об этом не сказала, но и использовать то доброе, что может прийти тем способом, который вы не ожидаете, а это есть смысл сохранять. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.